разрешение на временное проживание, или как еще иногда сокращают, говорят РВП. Вот, как получать, что это такое, сейчас все подробно расскажу. Итак, РВП, разрешение на временное проживание, это, собственно, статус, уже, скажем так, человека, который может постоянно проживать на территории России. Вот, человек, который получил РВП, ему уже не требуется получать патенты и прочие моменты, то есть он имеет право жить, работать. Вот, РВП ставится в ваш государственный паспорт, то есть в паспорт вашего государства, в виде такой отметки, штамп, в котором, соответственно, ставится штамп и записываются необходимые данные. Вот, срок действия составляет 3 года, продление не предусмотрено, то есть обычно РВП это первый статус. После того, как вы получили РВП, соответственно, вы дальше уже подаете на вид на жительство. Вот, и по РВП обычно люди весь срок не живут, то есть стараются как можно быстрее подать на вид на жительство. Бывает, что на вид на жительство подать забывают, тогда РВП просто заканчивается, и необходимо подавать заново, получать квоту, вот эти все опять процедуры проходить заново абсолютно. Кто может подавать на разрешение на временное проживание? Собственно, подавать могут все иностранные граждане. Вот, единственное, что совершеннолетние подают сами на себя, а на детей, на несовершеннолетних подают либо родители, либо опекуны. Вот. То же самое касается, если какой-то гражданин, даже совершеннолетний, признан недееспособным, то на него подает, соответственно, опекун, который официально опекунство установлено. Какие нужны документы, чтобы подать на РВП? Само собой, ваш паспорт, миграционная карта, то, как вы въехали в Российскую Федерацию, само собой, миграционный учет, или, как вы иногда говорите, регистрация. Но давайте все-таки, опять же, говорить правильно, то есть миграционный учет. Вот. Медицинские справки, опять же, стандартные, там, ВИЧ, СПИД, инфекционные заболевания. Сейчас еще дополнительно обязательно нужно сдать тест на ковид, чтобы у вас не было ковида. Вот. Дальше нужно туда же, соответственно, к этим документам сертификат о том, что вы сдали комплексный экзамен на знание русского языка, там, соответственно, истории и права. Тут есть такая хитрость, я вам ее тоже посоветую. У нас один и тот же сертификат, грубо говоря, можно как сделать. Вы сдаете экзамен по русскому языку, вот этот вот, сразу на вид на жительство. Не на РВП, а на вид на жительство. И сертификат, который вы сдавали на вид на жительство, он тоже подходит, когда вы подаете на РВП. Вот. И вы можете сэкономить себе вот эти там 5000 рублей, там или сколько, 4900, этот сертификат стоит смотря где как. То есть вы сдаете экзамен на вид на жительство, получаете сертификат, снимаете копию, и когда делаете документы на РВП комплект, вот эту копию прикладываете. А оригинал сертификата у вас остается, и вы потом, когда пойдете уже подавать на вид на жительство, вы его возьмете и просто положите. И тогда вам, получая статус РВП и потом получая статус вид на жительство, нужно всего один раз сдать экзамен, но сразу на вид на жительство. Такая вот тут хитрость, чтобы сэкономить немножко денег. Вот. Дальше, значит, к этим всем документам нужно еще ИНН свидетельство, СНИЛС, пенсионное, да, вот этот. Вот. И документ, подтверждающий оплату госпошлины, то, что вот вы подаете на РВП. Госпошлина составляет 1600 рублей. И если вы оплачиваете через единый портал, соответственно, в интернете, то 70% от этой суммы только надо оплатить, 30% будет скидка. Вот. Также, если вы являетесь участником госпрограммы переселения соотечественников, то вот ко всем этим документам, что я перечислил, копию свидетельства участника госпрограммы тоже надо приложить. Вот. Соответственно, РВП предоставляется, то есть рассматривается, да, вот ваше это дело, все ваши документы в течение 4 месяцев. Но если, соответственно, мы говорим про страны с безвизовым въездом, да, СНГ, то 2 месяца. Точно так же, соответственно, если вы по программе переселения соотечественников, даже если вы из визовой страны, то тоже 60 суток срок рассмотрения. Вот. А если вы из визовой страны без участника программы переселения соотечественников, то 4 месяца ваше дело рассматривается. Но опять же мы понимаем, что основная масса вот вас, да, кто смотрит наш канал, это страны безвизовые, и для вас 2 месяца срок рассмотрения РВП. Дальше важный момент, в каких случаях отказывают в РВП. Да? Тут достаточно много пунктов, я сейчас все не спеша перечислю. Значит, первое, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации.
Ну, понятно, что какие-то экстремисты, террористы, вот, да, там какие-то провокаторы, вот таким отказывают. Дальше. Финансируют террористические, экстремистские акты или планируют их совершить. Вот, соответственно, оказывает помощь и поддержку террористической, экстремистской деятельности. Ну, тоже тут все понятно, таким РВП не дают. Значит, в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления на РВП, продвигался административному выдворению. То есть, если вас депортировали или выдворяли, вот, в течение 5 лет до того, как вы подаете на РВП, то вам РВП не дадут. Вот. То же самое, что в течение 10 лет подвергался неоднократному выдворению. То есть, если вас, допустим, выдворили на 3 года, срок прошел, потом еще на 3 года вас выдворили, опять срок прошел, и потом, вот, допустим, прошло 5 лет, и вы подаете, вот, в течение 5 лет меня не выдворяли. Но если в течение 10 лет вас выдворяли неоднократно, вот, то тогда тоже вам откажут. Вот. Дальше, ну, очень понятная, очевидная вещь. Если вы представили ложные сведения, поддельные документы, вот в эту, да, комплект документов, если там есть что-то, какой-то обман, этот обман вскроется, то, соответственно, вам откажут. Вот. Соответственно, если вы были осуждены по тяжким, особо тяжким преступлениям, вот, соответственно, ну вот, непосредственно такое, либо если вы были осуждены за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, вот, ну и там, соответственно, всяких наркотических средств, тоже вам откажут. Дальше, если вы имеете непогашенную или не снятую судимость, вот, не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Соответственно, если даже дома у вас была судимость за тяжкое, особо тяжкое преступление, то в РВП вам не дадут. Неоднократно в течение 1 года привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность, либо нарушение режима пребывания или проживания, вот, либо нарушение порядка трудовой деятельности иностранных граждан на территории Российской Федерации, вот, то, соответственно, вот эти многократные нарушения в течение 1 года тоже, соответственно, делают для вас РВП недоступным. Дальше, значит, в какой ситуации вам могут отказать еще в РВП? Если вы заключили брак с гражданином Российской Федерации или там, с гражданкой, вам по браку выдают РВП, а потом брак признается недействительным, то есть суд считает, что этот брак был фиктивный, незаконный, брак аннулирует, соответственно, тогда же и РВП аннулируют, а если вам еще не успели его выдать, то в этой выдаче вам отказывают. Вот. Ну, соответственно, также понятно, что если вы не имеете вот всех необходимых медсправок, про которые я говорил, вот, если вы, соответственно, имеете заболевания вот, определенные, то тоже вам РВП не дадут. Ну, само собой, если вы уже находитесь в списке так называемых запретников, то есть вас выдворили, закрыли вам въезд в Россию, вы все-таки въехали и решили подать на РВП, ну, конечно же, соответственно, вам тоже откажут. Также, соответственно, вам откажут еще в каком случае, если вы уже подали на РВП, недавно, скажем так, 2-3 месяца назад, получили отказ, и вот с момента получения отказа до следующей подачи должен пройти год. А если вы подали на РВП, получили отказ, через месяц пошли опять подали, то вам откажут опять, просто даже не разбираясь, потому что год не прошел. Порядок и способы подачи на РВП. Вот, соответственно, нужно обратиться вот с заявлением, приложить все те документы, которые я перечислил. Вот, и куда надо обращаться правильно? Значит, если просто вы подаете там по квоте, то идете по месту предполагаемого проживания в территориальный отдел, там подаете. Если вы состоите в браке с гражданином или гражданкой Российской Федерации, то вы подаете тогда в территориальный орган по месту жительства, ну, соответственно, супруги или супруга. Вот. Дальше, соответственно, заявитель, который за пределами Российской Федерации, вот, он обращается в дипломатическое представительство либо консульство, но это касается только программы переселения. То есть те, которые по квоте, по браку и так далее, должны подавать именно уже находясь в России. А по программе переселения можно подать там в консульстве. Также можно подавать через единый портал госуслуг. Правда, не во всех регионах, там есть определенные моменты. Вы просто у себя в регионе узнаете, как бы, если можно так подать. Вот. И, соответственно, если вы подаете опять же через портал госуслуг,
Вот, там регистрируетесь, там все понятно, в общем, как это делать. Вот, и тогда, соответственно, заявление вы это подаете в электронной форме, и также вам приходит уведомление о том, что ваше заявление принято и рассматривается. Вот, чтобы узнать, готовы или нет, ну, опять же, вот, где вы подавали на РВП, ждете срок необходимый, то есть если вы, допустим, гражданин просто СНГ, срок у вас 2 месяца, вот вы подали, условно, 1 марта. Все, 1 мая может кто обратиться и сказать, готовы, не готовы. В некоторых субъектах есть СМС-информирование, там разные есть варианты, но в любом случае вот РВП вам будут выдавать там же, где вы подавали заявление. Вот. Записаться, соответственно, подачу РВП тоже в разных регионах по-разному. То есть, вот, например, в Москве, опять же, запись это налажена, электронно вы записываете, приходите уже к нужному времени. Где-то, к сожалению, бывает, что это живая очередь, ну, бывает и так. Вот, то есть вы уже тогда у себя в регионе уточняете, как происходит у вас вот именно запись на прием, на подачу заявления на РВП. Вот. И последний момент, соответственно, что делать, если вы вдруг утратили, собственно, свой паспорт национальный, в котором стоял штамп РВП. Вот, как это восстановить, ну, грубо говоря, получить дубликат. Но, опять же, никакой проблемы нет. Вот, соответственно, восстанавливаете сначала свой паспорт, потом идете туда же, где вам выдавали РВП, пишите заявление, объясняете ситуацию, соответственно, вам этот дубликат оформят, проблем никаких быть не должно. Ну, собственно, про РВП все. Надеюсь, что все понятно. Если какие-то вопросы, опять же, звоните к нам в колл-центр. Вот, наверняка у всех будет вопрос, как получить квоту, вот, потому что все, что я сейчас сказал, касается либо тех людей, которые уже получили квоту, да, либо подают без квоты, например, по браку, да, вышли замуж или женились, или, например, вы здесь закончили высшее учебное заведение, да, институт, тогда, соответственно, тоже всем дают РВП студентам, которые здесь закончили, получили диплом государственного образца. Вот, ну, многим же нужна именно квота. Вот, квота, к сожалению, это большая проблема, механизм достаточно непрозрачный, заявления на выдачу квоты принимаются, об этом мы рассказывали. Вот, но опять же, вы вот можете написать заявление в год там даже 3-4 раза, вам могут 3-4 раза дать отказ, и нет никакого нормального механизма на это влиять. В прошлом году наш премьер-министр Российской Федерации Мишустин подписал там указ определенный, мы делали на эту тему ролик, что в каждом субъекте будут созданы комиссии, которые будут определять, кому давать эти квоты. Опять же, я так понимаю, пока еще ничего не создано, ни с одной такой комиссией мы еще не встречались. Но все-таки начало года еще, да, пока все это формируется. Но все равно процесс квотирования у нас такой как бы достаточно проблемный, но это, к сожалению, вот так. Но если у вас уже есть квота, вы ее получили, либо если вот без квоты вам положено РВП, то как непосредственно писать заявление, какие нужны документы, куда идти и что делать, я вам рассказал, надеюсь, все понятно.